Слушайте, ну прям вообще обалденно. Слушайте, ну отель удивляет прям с первых минут. Я обожаю отели, да, вот знаете, смотришь, и вот реально чисто турецкая атмосфера. Это просто божественно. Я не знаю, где они такую семгу взяли, это какой-то атлантический лосось. Так, кто досмотрел до этого момента, большие молодцы, сейчас вам важную информацию там покажу. Так, ну что, господа, добро пожаловать. Сегодня у нас Кемер, Турция, отель Марко Поло. Заходим, на входе у нас приветственный стол, можно с дороги напиточков, печенок. Слева у нас бар, можно с дорожки что-нибудь выпить. Воды, кофе, пиво, шампанское, все есть. Такая справа зона ресепшн, здесь походите и регистрируетесь. Так, ну там у нас расположен ресепшн, оттуда выходим и идем сейчас на завтрак. Мы еще успеваем, мы рано приехали, мы из квартиры, мы здесь живем. Приезжаем так на месяцок, на 2, на 3 по-разному всегда. А так вам от аэропорта, наверное, час с небольшим будет, если у вас прямой трансфер, без заездов в другой отель. Ну да, вот я вам прям прокладываю маршрут в Яндексе, четкий, 1 час 10 минут туда-обратно. Ну, если пробок не будет, если сейчас пик не попадете. Так, заходим, здесь у нас ресторанчик, я сейчас все поснимаю, все поем, попробую и потом вам объективно все покажу. Так, ну сразу вам скажу, выбор очень достойный, все попробую. И там завтра вам полноценно сниму. И что меня удивило, помимо того, что есть кола, вода, там сразу в общем доступе к холодильнику еще пиво. Представляете? И так выглядит ресторан. Чай, кофе, вид на море сразу. Огромный ресторан снаружи и там еще внутри есть зона, где можно посидеть. Так, и кофеечку можно сделать, сок еще налить себе. Так, там уже какой-то активити вовсю проходит. Слушайте, ну отель удивляет прям с первых минут. Мне прям очень нравится. Ну, не холодильник вот этот, с айраном и пивом, вообще вот атмосфера, территория. И шведка прям порадовала. Мы прям успели под закрытие. Покажу вам очень много видов яиц и всего остального. Так, здесь у нас карта отеля. Подробненько ее тоже изучим, но я ее фотку сразу и выкладываю в Телеграм. Туда подписывайтесь, первая ссылка под видео. И обязательно пишите ваши там комментарии. На них тоже отвечаю, когда отдыхаем. То отдыхаем, вот прям сейчас сразу реализую. У нас сегодня 9 июня. Кто спрашивает, дату съемки указывает. Все, я читаю, потом в видео на все отвечаю. Ну и поддержите обязательно вашим лайком. Это бесплатно, просто нажимайте один тап и все. И комментарием любым. Привет, вопросы ваши. Между собой можете общаться, как форум устраивать. Вот. И под видео там же в Телеграме есть ссылка на все доступные сервисы, где можем смотреть без VPN этого завещего, который всем так надоел. ВК, Дзен, YouTube, Рутюб, все что угодно на любимом вашем устройстве в 4К в хорошем качестве. Смотрите этот или другие отели. Ну и обязательно сохраняйте ссылочку на мой канал, на наш сайт по недвижимости, кто хочет купить, продать. Сейчас попозже у нас запустится и интеллект, поиск недвижимости, и там будет подобрана самая лучшая недвижимость уже на основе ИИ. 2 там тапа нажмете, и у вас будет самая лучшая квартира. А так в ручном режиме сейчас подбираем квартиры. Я сам лично в показах даже участвую по Москве. Пишите, звоните, сохраняйте. Все без агентской комиссии, вся первичка. Платят застройщики, вот, вам ничего не надо, если вы из региона приедете, в машину сядем, вместе с вами поездим, застройщик попьем кофейку, вкусно поболтаем, пообщаемся, ну и, конечно же, лучшую квартиру вам подберем, я Москву знаю от и до, все районы, пешком из Топол, с детства живу в ней, поэтому так подберу вам как себе. Ну, если меня не будет, мои коллеги у вас на подхвате будут, тоже все опытные профессионалы своего дела. Так что сохраняйтесь, первичку надо там вам купить и продать вторичку, там в Москве или в другом регионе, под ключ вас закроем, все сделаем в лучшем виде. Ну и зарубежка тоже никуда не девается, Турция, Дубай, Таиланд, кто хочет, то там тоже у вас проверенные брокеры, с которыми я лично знаком, с ними ездил же по стройкам, вас встретят, тоже так же без комиссии вам все там сделают в лучшем виде. Так что сохраняйте, рано или поздно вопрос недвижимости всем понадобится. Так, ну мы сейчас возвращаемся на ресепшн, узнаем, там готов наш номер или нет. Ой, Кемер, это, конечно, всегда красота. Видите, вот я обожаю такие зеленые отели, где можно ходить, гулять, и при этом как бы лето, солнце, жара, но у вас есть тенек, который вас защищает от палящего солнца. Но вы тоже, кстати, не забывайте одевать кепки, мазаться с кремами, потому что сгореть можно очень сильно. Придерживаюсь вашим рекомендациям. Так, ну, кстати, на ресепшене есть зона на улице. Пока ждете что-то, можно и здесь посидеть. Вижу, на ресепшене есть такая конференц-комната. Здесь у вас будут проходить встречи с гидом, который вам расскажут про отель. Но, наверное, не больше, чем я расскажу в своих видео и покажу. Мы за отель платим сами, поэтому я показываю все плюсы, минусы. И по турам сохраняйте контакты. Жанна отправит вас в своей команды ваши лучшие путешествия. 2 часа будет готов номер, да? Вот также будет решать все ваши вопросы по отдыху. Возвращаемся оттуда, с ресепшн на основную зону. Такой проход, арка счастья. Я такие арки всегда называю. Проходите, там у вас начало отеля полноценного. Здесь же у нас находится guest relation.
любые вопросы, или там что-то номер не хватает, хотите обсудить, спросить, ресторан записаться, вот сюда на Gastrolation, желательно в первый же день, чтобы а-ля карт ухватить какой-нибудь, а то обычно там итальянские всегда заняты. Первый же день прям сразу приходите и планируете весь свой отдых по экскурсиям, по поездкам. Вот, по экскурсиям, кстати, можете машину взять 3 Red Cars, на них сейчас катаемся, очень удобно. Привозят вам в любой отель, могут даже в аэропорт вам подать. Приезжайте сюда, в отель, на несколько дней, на 1, на 2, на 3, на сколько хотите берете. Ну, чем больше дней, тем дешевле. От 2000 лир цены начинаются, мне кажется, вполне приемлемо на трансфер. Вместо трансфера берете машину, она у нас на сутки уже есть. Все, заправили бензинчиком, они экономные, поехали кататься, отдыхать. Хоть на Капутаж, туда на пляж можно съездить, в Каш, Калкан, куда угодно вообще просто. Можете даже на шарах съездить покататься. Не надо огромные деньги за экскурсии отдавать. Вот так секрет вам говорю. Просто съездили, все, на машине заправили, сами покатались, сами все хозяева, все оплатили, билетики в стоимости пошли. Ну, мы здесь 2 года прожили. Все здесь очень просто, все доступно, дорога все нормально. Русские Яндекс.Карты работают, права действуют русские, дорога вообще все нормально, потому что многие хают. Ну, так они чуть иногда могут в попу посигналить, если слишком медленно едете. А так все нормально. Так, вот он у нас Туркас ресторан, где мы завтракали. Здесь же и обеды, и ужины будут проходить. Так, вот он у нас сам ресторан. На все включено. All inclusive. Марко Поло. И здесь, знаете, как сделано. Вот я обожаю такие отели, да, вот, знаете, смотришь, и вот реально чисто турецкая атмосфера. У тебя здесь амфитеатр, сцена, все компактненько, да, вышел, поужинал, сел. Там бассейны, бары, вот видите, прям атмосфера, да, такая вот прям реально турецкая. Вот я прям, есть такие отели, я их прям называю чисто турецкой атмосферой. Здесь же он дартс, активити какие-то проходят. Главное, чтобы замазку нас за музыку не забанили. С кусочками резать. Так, ну поскольку июнь, бассейн уже теплый, наверное, градусов 25-26. Полотенца здесь по картам дают. Даем карточки, забираем полотенце. Расписание тоже есть, не забывайте, а то потом с собой вам домой придется тащить. И прикольно, смотрите, что здесь навесы. И очень-очень много шезлонгов, прям очень много. Ну, так я посмотрел, можно еще найти свободные. Там и на травке даже можно полежать. И там, видите, шезлонги, и там, и на травке, и под навесом. Смотрите, как под навесом, на траве, под пальмой. Вот когда на зеленой зоне разрешают ставить шезлонги, это очень круто. В многих отелях не разрешают. И, блин, неправильно, я считаю. Так, у тебя больше это места. Так, здесь же еще бар. Там у нас волейбол. Ну, мне прям нравится с первых минут. Минут, конечно, мы найдем. Без них не бывает. Сейчас начнется. Подождите, сейчас. Сейчас все будет. Сейчас, конечно, на пляже не найдем. Начнется у нас поливание отеля. Ой, красота какая. Кемер. Это всегда красиво, всегда чистое море. Жанна ходит, ищет места. Я так понимаю, их нет. То есть очень многие любят занимать и уезжать на экскурсии какие-нибудь. Мы сейчас ходим, уже, знаете, так жарковато, хоть, знаете, идти, расслабляться. Поэтому обязательно поддержите лайком, комментарием, кто это еще не сделал. Это бесплатно для вас, одно нажатие, 4 слова любых пишите. А для меня это большая поддержка, потому что без этого алгоритмы не показывают видео, не ранжируют их на всех платформах. Такая ерунда. Вот. Я думаю, что это ерунда, но нет, поэтому почему все просит вот так вот сделать. Хожу для вас, снимаю места, чтобы отдыхать. Будем сейчас с вами вместе места искать и все остальное делать. Заряжаться, как всегда, солнцем, морем, вкусняшками, пихтами, облепихтами. Вашими любимыми. Да, Поль? Че это в черном-то вся, а? Напечет. Так, здесь у нас зона кабан. Кабанку тоже надо разок заселиться. Спросим, сколько стоит. Обычно от 60 евро. Зависит от класса отеля, от уровня его сложности обслуживания. Суть в том, что много свободных, возможно, тут повыше цена. Может, и от соточки идет. И у нас уже подросла. Многие ее смотрят с тех времен, когда она была в колясочке. Даже тот смотрел, когда Никита был в колясочке. Никита уже все, большой парень. Не снимай, говорит, я уже взрослый. Так, на одной стороне мест нет. Давайте посмотрим на это. Ну вот по одному есть свободным, так что-то выцеплять можно и состыковывать. Так, вот вам лайфхак, если нет мест, находите один, ставите в свободное место и начинаете собирать по одному шезлонгу с пляжа. И организовывайте себе пространство для отдыха. Так, смотрите, у нас тут 2 навеса по много рядов. Сделали себе местечко. Здесь галька, не крупная, кстати, видите, легко идти. Но бывает временами все меняется. И после шторма. Здесь мелкая, море красивое, поле красивое. Так, здесь тоже вообще спокойно можно идти, так что с собой там сланцы какие-нибудь можно не брать. Вообще по-легкому. Ну и, кстати, это очень полезно, это как массаж такой определенный, который очень плодотворно влияет на организм. Так, воду вам хотел померить. Ну, по ощущениям чувствую, что 24 в этом году позднее нагревание воды. И вот сейчас вообще июнь, вот мы уже недельку здесь живем. Вообще прям так кайфово, обычно в июне жарко, а сейчас прям очень хорошо. Уа, я люблю резко заходить. Вот так вам сейчас опущу. Свои часы померяем. Вы пока смотрите на пляж. Видите, пляж, кабаны, пляж. И туда еще дальше зона пляжная. Так, в общем, 26 показывает, подержал. Вообще отлично. Вообще надо только резко заходить. Поле что холодно. Надо резко забегать. Вот правильно, с пирса нырнем. И все. Пирс без бара.
Попрыгать можно, вон люди стоят, гнутся. Рыбка сейчас будет. Так, на обед отправляемся мы не в главный ресторан, а пойдем в снэк а-ля как ресторан. С 11 до 5:30 аж работает Густо Ресторан and Snack Bar. Знаете, вот смотрите, для любителей, которые вот не любят ждать, так, можно не ждун назвать, да? Заходишь сразу себе айран, воды, колы взял, все, что хочешь. Или вот взял темный холодильничек, открыл, а тут у тебя пивасик холодный. И не надо ждать, пока официант тебе подойдет. Ох, а так с дымком, с парком, вообще красота. Здесь же мороженое в свободном доступе. Ешь не хочу, не хочешь, все равно ешь. Даже за все уплочено. Вот взял, пошел после обедика. Здесь же по меню, можно сказать, по меню это не значит, что платно. Это бесплатно, все включено. Заказываешь и трапезничаешь. Так, а я пока сыграю в неждуна. Возьму себе бутылочку Эфес. Видите, какой-то новые бутылки сейчас пошли в этом году. И с таким прекрасным видом можно трапезнить. Так, что-то мы сели, официантов нет, никого нет. Можно самим подойти пиццу взять. Так, в общем, там все, что нарисовано, все можно заказать себе. Курицу, шаурму, дурем сделать, хот-дог, бургеры там можно сделать, картошку, луковые кольца, набрать пиццы, сколько угодно. Шаурма, это просто вообще 10 из 10, очень вкусно, с соленым огурчиком, с лучком. Вышли, пошли дальше, идем гулять, далеко не уходим. Здесь у нас вафли и мороженое уже наготове. Сейчас их скоро будет печь, пока что можно размяться. Гюзлеме. Вот здесь с картошечкой, с сыром, с мясом, как всегда. Так, наш номер готов. Грузимся на машинку и едем сюда. Так, давайте вам покажу номер. 1155 у нас дуплекс, двухэтажный. Туда наверх. Сюда вниз заходим, здесь шкафы. Там, естественно, палаты, сейфы. Так, шмапки есть, и бесплатные, естественно. Вот. Люди думают, что он платный. Очень редко где такое бывает. Так, дальше пойдем в туалет. Раз, там наверху еще будет второй туалет. Кабина, мыло, шампунь. Есть мочалки. Бритвенный набор. Щетки, ну это лучше с собой берите, если не очень хорошие щетки. В отелях всякие удобнички. Дальше пойдем. Что там в ванну? Там все, в принципе, чисто, плитка. Это реновированные номера, если не реновированные. Это спальня родительская. Такое все очень приятно сделано вообще. Здесь холодильник должен быть. Да, вот тут есть мини-бар. Все как обычно, газировка, айран, вино открытые. Половину выпили. Так, ну здесь, короче, видимо, не доубрались, потому что мы прям их торопили. Он говорит, номер не готов, давайте мы заселимся. Мини-бар еще они не чекнули, видите, что-то все разбросано. Вино пивать не будем. Вот, чайник, чай. С этой стороны вам покажу. И балкон, окна в окна. Ну, здесь как бы так расположено, много корпусов. Чтобы Sea-View было, прям надо очень сильно заплатить. И постараться. Ну, ничего страшного, что вышел только. Вдохнул воздух и дальше пошел. Сушилка небольшая и москитная сетка. Вот это прикольно. Видите, такая современная. Гармошка. Поднимаемся наверх. Тут детская, 2 кровати. Раз окошко открывается, кстати. Мини-бар. У вас полный мини-бар? А что, у нас еще не пополнили? У нас не полный. Это у детей тоже надо забрать. А у вас тоже не пополнили. Там газировка. Юсти. Дальше пойдем. Посмотрим, что у вас еще есть. Чайник тоже. Очень все стильно сделано. Так хорошо реновировали. Ой, что у вас тут есть? Туалет, душевая кабина с тропическим ливнем, тоже щетки, все есть, вытяжка работает. И турецкое решение, москитная сетка, no close. Как-то странно сделать. А, Никита, знаешь, почему так сделано? Ты открыл, сетку закрыл, сетку закрыл, дверь закрыл. И видок у детей. Ой, на горы, тахталы, все дела. Не, у нас в другую сторону, даже там, может, не видно, я думал, кусочек видно. Никита, на крышу не лазит. И почему они скажешь, так понятно. Этим не заниматься, как у вас там сейчас называется, то молодежь. Руфинг, скуфинг, там. Маленький гамачок тут есть. Так, ну как вам номера? Пишите. Очень красивый, современный, реновированный. Домашние животные, небольшие паучки, тут оп, прыгают. Смотрите, а в детей, оказывается, здесь тоже шкафы сделаны. Слушайте, очень круто, да, спроектировано, Никит? Полочки, хранить, класть, ноутбуки, прям вообще шикарно. Очень интересно решение. О, и кондер, смотрите, как сделал, чтобы не дуло на детей вот так, перегородку. Так, номера у нас находятся вот здесь, вот рядышком, прямо со сцены. Вышел слева ресторан, прямо сцена, Гюзлеме, обычно. Так, вот как раз уже мороженое открыло, здесь 1000 видов, как всегда. Клубничное, мороженое, лотос даже есть, ежевичное, лимонное. А это, о, мята. С медом Нет? есть. Мята? Да. Мята? Минт? Нет? Да, мята. Нет. Нет, Это что, зеленый? А, берем мороженка, главный ресторан, и здесь у нас кофейня. анимация. Тут это вкусный. У нас куча пирожных, тортов,
закусочек всяких. Кстати, можешь переполетом взять себе в аэропорт таких булочек, чтобы по 10 евро не покупать. И вот здесь еще всяких вкусняшечек. И вот здесь пирожные. Ой, печенье. Объезд круассан даже есть. Ну и, конечно, кофеек можно заказать себе. Чаек тоже есть. Так, ну кофе тут вообще невкусный, прям никакой. На 2 из 5 надо идти там, где Давыдов кофе. Я пригляделся, там на машинке медленно льется кофе, значит медленно варится, хорошо. Хоть не тоже не профессиональный кофемашин, но попробуем там. Так, активити, смотрите, вовсю. Модное поло проходит прям под музыку. Активно народ участвует. Так, в общем, удобно, что здесь можно заходить, брать себе мороженое. Здесь, кстати, есть мороженое типа дубайского с фисташкой. И брать, пить. Сейчас пойдем с кофейком мороженое попробуем. Так, здесь еще, смотрите, детский бассейн рядышком. И там приятно, что сюда музыка играет. Часто такая музыка, знаете, типа классическая играет. Там кто-то даже танцует в бассейне. Так, здесь degustation. Давыдов кофе попробуем ее здесь сейчас. Так, вот видел, какой там аппарат сегодня варилось кофе очень медленно. Но он сейчас не работает. Вот хотел из него взять, а это такой же, как в ресторане. Поэтому будем довольствоваться обычным. Так, здесь можно на улице посидеть. Можно внутри. Можно еще где-то минералочки или простой воды. Ну вот этот кофе такой же, как в ресторане будет. Так, смотрите, на ужин у нас карпаччо из лосося. Здорово. Он будет показывать, что есть вкусненького. Ну, вот эти салаты на это время тратить не будет. Будет показывать всякую вкусняшку. В общем, макароны, картошка, это все тоже обычное. О, креветочки. Я так и знал, сегодня Женя говорит, надо открытую идти. Креветки чистые будут. Вот креветочки. Ну, когда пишут в комментариях, всегда, что когда мы приезжаем, под нас это делают. Даже когда приезжают, что потом ничего нет. Так что встаем за креветочками. Так, куриная грудка, там лазанья, картошка. Это бестроганов. И вот сегодня тигровые креветочки. Чан. Печеные груши с чем-то, но это в салатах вот так вот. Много видов сыров, мясная нарезочка. Так, картошка фри, печеные овощи, рис. Я такой все показывать не буду. Так, запеченная говяжья нога. Здесь какие-то горшочки вари, горшочки не вари. Вот так вот шашлычки еще жарят. Блин, сегодня точно рыбная вечеринка. Смотрите, суши есть. Я вам с этой стороны покажу, там много народа. Разные суши, эти сырых, безрыб. Можно отсюда, кстати, взять, чтобы в очереди не стоять. Но это некрасиво, лучше стоять. И сашими там, типа, суши есть. Вот видите, как нарезанная рыбка очень аппетитно выглядит. Смотрите, какой лосось прям аппетитный. И жареная семга еще сегодня, смотрите, как ее много жарят. О, красота какая. И еще целая рыба. Так, и здесь еще макарошки с морепродуктами. Слушайте, ну прям вообще обалденно. Красота, Жанна говорит, стейк из семги очень вкусный. Берешь и таким прекрасным видом на море сидишь и торопишь. Холодильничек и берешь себе пенного. А хочешь не пенного, откроешь холодильник, кстати, здесь можешь самому просто брать вино. Белое, красное, прямо из холодильника ставишь на стол и дринкаешь. Слушай, ну отель как бы вот и реально такой, вроде недорогой, простенький, но офигенно. Покорил меня просто с первого дня, видео так и назовем. Отель, который покорил меня с первых минут. Вот я вам, кстати, еще много вообще чего не поснимал. То есть детский стол есть, пончики, шмончики, вообще все что угодно. Вот этот ряд мы не прошли, там соленье, коренье, варенье, халапеньо. Все это тоже есть. Турецкий сладости. Ну прям красотища. И арбузы есть, и дыни. Ой, фруктов тут, вон, вагон. Можно других разных набрать, целых можно взять. Слушай, ну ужин очень-очень вкусный. Все обалденно. Креветка только немного суховатая, но вот с соевым соусом делаешь очень вкусно. Представляете, здесь, ну не здесь, а в других отелях, там вот Вояж, например. Есть чаты отеля в телеграммах. И вот люди в чатах отелей пишут, что Машков приехал. Ну все, значит, будут креветки, будет рыба, суши будут. То есть люди думают, кстати, вот некоторые хейтеры реально так думают, что мы приезжаем и под нас все это делают специально, чтобы мы все это поснимали и всем показали. Типа, они сейчас уедут, все, и ничего не будет. Вот такая вот фигня, прикиньте, происходит. Что и вода всегда теплая, про бассейн там писали, что подогревают для нас. Вот сейчас тоже для нас, да. В общем, вот такая вот ерунда бывает. Не, конечно, все очень вкусно, прикольно. Мне прям понравилось. Вот прям 5 баллов. И вам привет. Опаньки, сейчас зашли в мини-клуб, бассейн с шариками. Там еще зона развлечений. Так, здесь один мини-клуб до 10 лет. Тут можно взрослым на столе посидеть. Бассейн маленький, вон горки. Потом тинейдж-зона, тут батуты, теннисный стол, футбол можно, видите, вечером прийти поиграть. Там ножной бильярд. Там чуть днем попробую зайти поснимать отсюда. И там еще дальше зоны какие-то. Так, тут дальше еще зона горок детских, взрослых. Если вдруг не дойду, вот эти карты вам приложу. И там еще а-ля карты ресторан. Тукан кафе. Смотрите, мы сейчас вот я зашел специально почти уже под конец ужина. Если никого нет, проверить,
Представляете, остались креветки еще. Рыб, сейчас хочу проверить, рыба просто бомба, обалденно, такая вкуснейшая. Я вот сейчас еще раз съел, не знаю, вкуснее рыбу, наверное, только Макс Роял ел. Идеальные просто стейки. Вот, смотрите, суши тоже остались еще. Смотрите, готов. Так что те, кто опоздал, еще может все успеть. Поле ходит сладкая точно, да? И рыба еще есть, представляете? А чё гузель? Блин, и тут есть самый мой любимый десерт Сан-Себастьян. Вот в кондитерке бы вот такие пирожные лучше были бы. Все-таки я не сдержался, еще кусок самона с ним пойду. Какой активный тут мини-диско, смотрите. Полный зал детей и взрослых. Ну а потом вечером шоу. Так, смотрите, вот у нас кофейня. Ну, с рестораном, где заворачиваем. И здесь есть ресторанчик 24 часа, можно ночью прям поесть. Прийти на улицу и внутри. Но мы не пойдем. Сегодня был очень-очень плотный ужин двойной. Я пока что не готов. Здесь еще вот какое-то заведение. Ну, то есть из кондитерской, точнее, можно сюда прийти, посидеть вот так. В карты поиграть, коктейльчик попить. Можно отправиться на дискотеку после шоу. Так, ну и вот она дискотека, прям у пляжа. Очень прикольно все сделано. Что на открытом воздухе, прям у моря. Ну как же без популярных песен «Седая ночь». Так, доброго дня, нового. Весь пляж прошли, ни одного вообще места нет, даже некуда всунуться. 11:30 у нас время. А нет, 10:40, подождите. Я уже был расстроился, мы доходим до самого конца. И смотрите, отель. Ну это просто умнички. Поставили дополнительные места в свободную зону. Пожалуйста, зонтик раскладываешь и ложишься. Пусть возле этого водного спорта, пусть в конце, но есть. Но это просто вот гений, я всегда в видео говорю, да? Добавьте места, дотыкайте зонтов, и будет вам просто огромное спасибо. Вот так вот исполняется мечта. Я надеюсь, наш зонт, что он на охране сидит, а может как бы за охранник. Рано я радовался, чудес не бывает. Это территория другого отеля, Семена Вилла. Там они далеко находятся, на другой линии. Смотрим, у людей полотенца нет, они как-то своим приходят. Ладно, будем сейчас искать. Так, на обед пришли макарошки. Все это я вам показывать не буду. Это сладости тоже все как обычно, куча всего. Очень много сетов всяких. Ну, вот не вижу то, что было на ужин, это вкусняшка, как вчера Сан-Себастьяна. Нет, лучше на обед клали. Вот рыбка целая, сейчас все возьмут. Фрукты, смотрите, клубника, арбузы, прям все есть. Но очень много народу. Это из-за того, что очень плохой этот снэк-бар. Там реально, ну, как бы, кроме шаурмы есть нечего. Курица не очень вчера была, поэтому все идут в ресторан основной. Надо рыбку взять, пока осталось. Целая дорада прям. Так, вкусный стейк из индейки есть. Эти котлеты жареная, здесь курочка жареная, картошка фри. Ну, нарезки всякие мясные, сырные, зелень, естественно, овощи. Брокколи, смоколи, картошечка отварная. Много-много всякой еды. Еще тут эти мяско, поджарки всякие. Баранина, рис. Здесь еще тушеная индейка. В общем, еды много на выбор. Хорошая шведка, прям супчик. Здесь всякие овощи тоже. Фиде. Лепешечки. Вот, смотрите, помимо дорадо, еще леврек обнаружился. Сейчас это сибас у нас. Все на гриле делают. Очень вкусно. Сейчас с этого съела одну рыбу, сейчас еще такую съем. Слушайте, ну рыбка очень вкусная. Мяса как бы нет. Есть индейки, стейки и эти кёфте, так называемые котлетки. Ну так очень вкусно все. Ну, в какой день может чередуется с мясом, не знаю. Так есть не нашел. Ну, очень вкусно. И рыбы достаточно, и индейки достаточно. Мне было. Очень вкусно, правильно. От души поел клубнику, тоже вкусная. Так, и прямо за рестораном туалеты и спа. Но я думаю, туда не пойдем в такую погоду. Когда холодно, обычно ходит, но так, банька, там наверняка все это есть. То есть, что, кто любит заходить, я тоже очень люблю. Но как-то времени не хватает. Ну, попозже, может, найдем. Сейчас и дождь пойдет. Слушайте, июнь обалденный в этом году. Вот первый половина дня позагорали, сейчас тучка пришла. Идешь, кайф, жары нету, супер вообще прям. Так, игра в пинг-понг. Шариком надо попасть в стакан с водой. Так, в общем, в кофейне вот из этого аппарата, который справа, из него вкусный кофе, а вот из этого такой же, как в ресторане. Там молоко отдельно присоединяется. Очень вкусно. Такой листочок гузель. Общаемся с вами в правую зону пляжа. И смотрите, какая тут есть зона
Можно за денежку арендовать себе лежачок, таким навесом полежать. И тут еще а-ля карт ресторан рыбный. Ну и тут же, получается, эти номера продолжаются. Можно пойти погулять. Вот волейбольная площадка здесь тоже. Так, смотрите, вот там вот заброшенный отель. Натурленд, что ли он назывался. Натура как-то. Здесь все забросили. Такой в горе был устроено. Охрана. Ага. Охрана там. Да, ага. охрана. До сюда дойти, посмотрите, там видно. Ну, их в отеле, кстати, тоже кое-где иногда видно. Это. Он говорит, можно идти, да? Нет, я потом, в следующий раз. Спасибо. Teşekkürler. Ay. Fena вечеринка. Сейчас перейдем. Haydi bakalım. Hadi. Топ party. We are inviting all of you. Очень крутой дом здесь. Танцуем, девочки, мальчики. Давайте, все вместе. All together. Hello. 3, 2, 1, let's go. Ay. Türkiye, hadi bakalım dans ediyoruz hep beraber. Оля облачко нашла. Очень классно, обалденно, атмосферно. Ой, классно. Вообще классно. Так, ну что-то я сегодня проголодался. Решил взять шаурму, она сегодня мясная. Представляете, вчера была куриная, а сегодня с мясом. Прям вообще от души мясо наложили. Видом потропить. Пошли сюда прогуляться, такая дорожка здесь можно походить. Здесь, смотрите, падал, можно поиграть. Теннис большой. А вот еще стреляют из лука, из этого ружья. Смотрите, так активно здесь народ занимается. Здесь еще есть тренажерный зал. Можно прийти позаниматься. Никита сегодня уже позанимался. Здесь еще один зал, тоже можно позаниматься. А вот это беговые дорожки, велодорожки есть. Так, здесь же еще настольный теннис, водичка и баскетбольная площадка. Ну, такая спортивная зона здесь. И тут же есть свимап номера. Ходишь и плаваешь. Мы дошли до одного бассейна. Так, а сегодня, смотрите, новый день. Сегодня дают раки, опять креветки. Только не дают кальмары, рыба, соли. Очень чищенные креветки. Вот такая рыба в соли, мидии. Чего только нет. Так, еще жареный перепелки сегодня. Слушай, ну прям это, что вообще просто в изобилии. Надо срочно уезжать. Так будут всех кормить такими этими. Потому что тут написали, что до вас не было такой вкуснятины. Как вы приехали, черешня появилась. Совпадение или? Так, потом еще вот такой вид горячих креветочек еще с таким соусом. И еще тартар и лосось сегодня. Так, ну что, известная проблема, когда в сезон нету места свободного на пляже. Ни одного практически. А знаете почему? Потому что, смотрите, мы пришли утром, время, сейчас я вам покажу. Время 12 часов 30 минут. Раз, два, три. Вот люди с утра заняли 3 лежака и до сих пор не пришли. 12:30. Люди уже на обед освобождают лежаки. Вот из-за этого проблемы и происходит, что не только в этом отеле, во всех отелях. Вот в прошлом году были в топовых отелях, дорогих, нету мест на пляже. Потому что вот есть так называемые занималых, что ли назвать. Они приходят, занимают и потом просто не приходят. Ладно уж приходят. А это решает все очень простым способом. Надо, чтобы в отеле выделили сотрудника, который будет смотреть, и вот эти полчаса никого нету, брать и убирать все эти вот лежаки, вещи, вот эти все свободные полотенца, чтобы люди не занимали. Если люди не будут занимать, то места свободны будут всегда и во всех отелях. То есть такого, эти люди там тоже заняли, не знаю, пришли, не пришли, но очень-очень много занято. А другие приходят, им лично некуда. Так что вот отелям надо прислушаться и решить проблему раз и навсегда. В некоторых отелях такое есть, прям написано, 30 минут вы занимаете, мы все убираем. Вот это у нас Марко Поло отель, здесь так вот проблем не решает. Ну и во многих отелях, да. А очень хочется, что видите, раз-два мы здесь лежим, Полина через лежак, что этот занят, а Жанне пришлось в другой конец пляжа идти, потому что мест нет. Ну, не было. Сейчас вот к обеду уже освободили. Так, время 1:30. А люди так и не пришли, представляете, на их лежаки уже часть сумок люди положили. Вот так вот занимают меня. Время 3:30. На эти лежаки так никто не пришел, представляете? Так, каждый день еще проходит акваэробика прямо в море. Второй половина дня после обеда. Так, любителям тенниса большой привет. Раз, два, три корта, вот это еще мини, типа падловские. Они бесплатные, если не резервировать заранее. Сейчас с детьми очень круто поиграли, вообще обалденно. Черком. А падал теннис вот этот платный. Кто играл, скажите вообще, что так, чем отличать? Я говорю, падал платный. А это вон есть мини падал вроде бы, бесплатный. И на третий день, на третий ужин тоже креветки, рыба, раки, 10 тысяч видов семги сегодня. Всех видов копчения, мовчения. Питание, конечно, шикарное здесь в этом отеле. На горячие еще стейки и семги. Это просто божественно. Я не знаю, где они такую семгу взяли. Это какой-то атлантический лосось. Явно не какой-то турецкий там.
Это очень вкусно, просто безумно вкусно готовят. 3-й день подряд, представляете? Молодцы. Походу, здесь так каждый день. Такую цену отеля, это просто шикарнейшая вообще еда. Просто я лучше не ел. Смотрите, как здесь поздравляют с днем рождения. Только 3-й вынос, и каждый день такое. Можно в а-ля-карте не ходить, просто весь зал аплодирует. Так вот. Как на концерт. Очень приятно. Так, ну вот эти креветочки немного суховато, но если придираться, если сделать себе какой-нибудь соус, там, оливковое масло, какой-нибудь чеснок с ним найдете, очень шикарно будет. И раки недосольные немножко. Но это если придираться, а так я говорю, за милую душу. А стейки это просто бомба вообще. Про завтрак. На завтрак куча всякой выпечки, бюрек с сыром. Очень вкусный, пробуйте. Еще много всякой выпечки, круассаны, тимиты, все это здесь же пекут. Ну, зелень я пока не буду, мед соток есть. Потом яйца пашот. Вот они у нас можно выбрать помягче, потверже, кто как любит. Так, много видов сыра, колбаски разные, нарезочки. Еще куча всяких видов омлетов, там с томатами, без томатов. Жареный сыр в халуме есть. Жареный сыр обязательно пробуйте. Сэндвичи можно себе таким под прессом нажарить. Твороги, в общем, много всего, как обычно на всех завтраках. Так, еще омлет такой, рулетом его жарят, знаете, сворачивают яичницу, жареный с двух сторон, с одной стороны. Молодцы, что не надо стоять в очередь, сразу вот можно яичнички все наложить. Ну и там уже омлет жарят тоже. В общем, еще куча всего. Овощей, фруктов, как всегда. Есть целые, не целые. Так, сейчас зашли, взяли мы попробуйте, что это очень вкусно. Обязательно берите с айранчиком, прям обалденно. Так, что по минусу в отеле? Полы грязные очень в нашем номере. У меня ноги все время черные просто. Помоешься, выйдешь из душа, пройдешь по лестнице туда-сюда, все, ноги черные. Что еще? По ресторану все отлично, большие плюсы. Молодцы, прям персонал очень быстро убирает. Ну, видите, как это все сделано, что не надо ждать официанта, чтобы у него что-то заказать. То есть везде холодильники, ты взял 2 метра прошел, взял себе там пиво, вино, все, что хочешь в свободном доступе. За счет этого они, ну, как бы, если попроще, они принесут. Но в основном все берут сами, что это быстрее получается. Вот, и за счет этого они высвободили много персонала. То есть только ты тарелку поставил, они сразу забирают. Столы очень быстро убирают. Что еще по минусу? Бассейн горячий. 30 градусов в июне. Не знаю, что летом будет, как они остужать будут. Потому что он все время на солнце. Прям вообще, даже сейчас залезаешь, уже некомфортно. Бар получается вот только один. Вот этот. Ну, как бы такой основной. Так-то еще есть барчики. По напиткам. Сейчас подойдем, покажу вам, давайте. То я вам так не показал. Давайте, да, покажу вам напитки. Сейчас кто досмотрел до этого. Так, кто досмотрел до этого момента. Большие молодцы. Сейчас вам важную информацию дам, покажу. Так, смотрите, что по напиткам. Red Label, Black Label, Jameson, русский стандарт, Смирнов. В общем, по виски все нормально. Вот текилу, я не вижу, все пьют текилу, но что-то я не вижу, какой они наливают. Потом, по рому. Был Гавана Клаб первые дни, потом его не стало. Ага, вот пиво бутылочное есть, Грекс, Эфес, Миллер есть и Бамонти нефильтрованные. Прям из ледника достают, прям просто ледяное. Потом джин Гордонс есть, что там еще? Вот и по рому. Еще есть ром белый, но белый не очень вкусный. А потом еще был ром Каптен Морган, золотой. Потом тоже пропал золотой, остался вчера только белый. Вот сейчас вижу, вроде золотого чуть-чуть есть. В общем, подвозит. А Гаван Клаб так и не подвезли. Еще есть Чивас. Только здесь он не стоит, но он есть. Это точно прям всем наливаю. Вот. В общем, ну уточняйте. И самое главное, не пейте... Коль, держи тарелочку, пойдем. Не пейте местные напитки, что тоже есть. Типа Беллс называется. Вот у них джин стоит. Вот такие вот, видите, красные эти. Это написано типа производство по лицензии этого Англии, по-моему. Но на самом деле сделано в Турции. Если тщательно разобрать этикетку, они сами, бармены, думают, что это английский ром. Это не ром, да, там у них и ром, это Гилс, как-то Гимблс он называется. Он есть и ром, и текила. То есть все виды напитков есть этой фирмы. Это турецкая смесь. Турки так и не научились до сих пор, я не понимаю, почему делать крепкие напитки. Я вроде шампанское, вино более-менее научились. После этого просто вы улетите куда-нибудь там с 4 бокалов. Вот очень такой, знаете, не знаю, с чего делают. В общем, не рекомендую пить. Если вы просите, поэтому вам большая рекомендация, спросите виски кола, ром кола, не просите так, говорите конкретно там Джек Дэниелс кола, Red Label кола, конкретный напиток. Тогда вам не будут наливать вот этот мест. Ну и смотрите, что наливают. Лучше самим брать, чем у официанта. Это вы избавите от себя от головокружения, от больной головы с утра, потому что от местного реально болит голова сильно. Ну и будете более здоровыми. Вообще лучше айран. Ну, максимум пивко. Так, наконец-то дошли до аквапарка. Детский аквапарк небольшой и 3 горки взрослого аквапарка.
небольшие, но так прийти покататься можно. Никита ходил, говорит, немножко можно поразвлекаться. С 10:30, 12:30, из 2:30 до 5:30 работы. Так, и здесь же можно перекусить. Снэк-бар тут можно. Хот-дог есть, фруктиков каких-нибудь целых взять, пицца, хот-дог и бар тоже есть. И здесь же еще зона номеров с бассейнами. Вот они как за ресепшеном находятся на карте. Если посмотрите, тоже увидите. Вот мы за все время только что первый раз дошли. Эти шезлонги, тоже тут чиллаут зона, пивочку можно попить. Так, минус еще по пляжу, что очень-очень, конечно, кучно прям, знаете, друг на друге все сидят. Сидишь, тебе над головой кто-то там вечно орет, кричит. Когда зонты и пошире, то нормально. Ну, видите, сколько шезлонгов? Просто очень-очень много. Ну, здесь можно еще, кстати, доделать. И не хватает места, конечно. Но это проблема вообще всех отелей. Что тут, море немножко грязновато бывает. Но я сегодня разглядывал вот это, что приходит. Это как будто от бухты, знаете, такое много вот лет уже. Такой пластик, который уже прям почти разложился. Какие-то там чешуя какая-то, рыбья, деревяшки такие старые, бамбук какой-то. Ну, это во всех отелях. Мы вот сколько раз были. Иногда даже в Кемере пена приходит какая-то по утрам. Это вот видно, что яхта моет. А это какая-то, естественно, где-то, вот, знаете, в бухте, может, там прибило. И там, когда сильный шторм был, сюда, может быть, выкинули. О, сколько рыбок, смотрите. Здесь же еще сразу один плюс вылезает, за счет того, что есть пирс. Сюда отходишь, все, здесь вода чистая. Уже берешь, плаваешь, хочешь слезаешь, хочешь прыгаешь. И плюс еще тоже попрыгать можно. Потому что сюда каждый день ходим прыгать. Так, слушайте, четвертый ужин у нас сегодня. Стейки. Ну, антрикоты из говядины такие. Сейчас попробуем, мягкие, не мягкие. И опять суши, рыба красная. В общем, конечно, кормят здесь просто на ура. Кто досмотрел до конца, большие молодцы. Вы прям теперь все знаете про отель полностью. Так, вот все хотел дойти, показать вам зону закрытую, где рестораны можно посидеть. Тем, кому душно, здесь кондей работает, в общем, можно так вот посидеть. Здесь все тоже хорошо, жары вообще не чувствуется. Ресторан огромнейший просто. Так, а сегодня вечером будет какое-то мероприятие. Выставляют кучу светового оборудования. Это так, каждый вечер, конечно, концерт вообще просто. Вчера танцы были, до этого цирк был, до этого еще цирк был. То есть, блин, молодцы, не жалеют на шоу денег. Видите, сегодня какой-то пати будет. Он лазеры тестирует уже. В общем, молодцы прям, конечно. В общем, плюсов больше, чем минусов. Задавайте вопросы. Вернулся в этот отель еще один раз. Вообще с удовольствием, мне зашло прям на ура. Хотя я там отметочку кинул на лежаке, наверное, обидели. Нас на оценку в следующий раз пустят. Вот, смотрите, горелось поставить. Ну, в общем, классный отель, мне прям понравился. Я его даже свои любимчики записал бы. Очень здорово. Все. Да? Здрасте. Так, ну все, сейчас мы уже отчаливаем скоро. Ну, в общем, как всегда, замечайте на отдыхе никаких мелочей. Вот моя жена как-то там что-то видела, какие-то пятна на стенах, еще что-то. Я вот, кроме грязных полов, ничего не заметил, поэтому не обращайте на всякие мелочи внимания никогда. Заплатили деньги, отдыхайте. Получайте удовольствие, даже это солнце, море, этими вкусняшками, этими всеми. А на мелочи не обращайте внимания. Ну, эти мелочи, можно сказать, знаете, так, можно не замечать, реально. Поэтому я так всегда и говорю. Не замечайте никаких мелочей, заряжайтесь. Увидимся в следующих видео. Огромного удачи, как всегда. И пока.